Представьте, что вы стоите на пирсе. Прямо перед вами стальной корабль размером с небоскреб, положенный на бок. Десятки тысяч тонн железа, и он спокойно стоит на воде, будто ничего не весит. А теперь достаньте из кармана обычную стальную гайку и бросьте ее в воду рядом. Она уйдет на дно за секунду. Камнем. Тот же самый металл. Одна крошечная гайка тонет мгновенно, а гора стали над ней держится на поверхности и везет на себе людей, машины, целый город. Как это вообще возможно? Сегодня я докажу вам одну простую, но почти безумную мысль. Корабль держит на плаву не металл, его держит вода, которую он расталкивает в стороны. И к концу этого ролика вы поймете, почему один и тот же кусок стали умеет и камнем идти на дно, и нести на себе сотни тысяч тонн. И почему гигантские корабли иногда переворачиваются у самого причала в полный штиль, не встретив ни одной волны. Чтобы понять корабль, надо вернуться на 2 с лишним тысячи лет назад, в греческие Гаторы Сиракуза на Сицилии. Правил там царь Гейрон, и однажды он заказал себе золотую корону для храма. Отдал мастеру слиток чистого золота, а через время получил готовую корону ровно того же веса. Но по городу пополз слух. Ювелир схитрил. Часть золота оставил себе, а чтобы вес сошелся, подмешал в корону дешевое серебро. Вес одинаковый, но корона уже не та. Доказать это царь не мог, не ломать же священную вещь на кусочки. И он позвал человека, которому доверял самые головоломные задачи – Архимеда. И вот тут случилось то, что вы наверняка слышали в пересказе. Архимед сел в наполненную до краев ванну, и вода перелилась через край на пол. Обычная бытовая мелочь, которую до него видели миллионы людей. Но Архимед вдруг понял, воды вылилось ровно столько, сколько места занял в ванне он сам. Тело вытесняет свой собственный объем воды. По легенде, он выскочил на улицу с криком «Эврика! Нашел!». Эту историю, кстати, записал римский зодчий Витрувий спустя почти 2 века, так что где здесь правда, а где красивая легенда, мы уже не узнаем. Вот вам простая картинка. Наберите ведро воды до самых краев и медленно опустите туда руку. Часть воды перельется через край. Сколько именно? Ровно столько, сколько места заняла ваша рука. Неважно, толстая рука или тонкая, важен объем. И это дало Архимеду ключ. Он взял слиток чистого золота такого же веса, как корона, и опустил в воду. Запомнил, сколько вытеснилось. Потом опустил корону, и корона вытеснила больше воды. А это значит, что при том же весе она занимала больше места, была менее плотной. В ней пряталось серебро. Ювелира поймали. Но попутно Архимед нащупал закон куда важнее короны. Вода давит на любое погруженное тело снизу вверх. И сила этого давления равна весу той воды, которую тело растолкало в стороны. Больше воды оттеснил, сильнее вода выталкивает обратно. Заметьте, здесь еще нет ни слова про то, что тонет, а что плывет. Есть только одна пружина, спрятанная в любой жидкости. Тогда почему же наша стальная гайка идет на дно, а стальная баржа нет? Ответ прячется не в металле. Ответ прячется в форме. Держите в голове ту самую гайку. Бросьте в воду сплошной кусок стали, и он вытеснит совсем немного воды ровно по своему маленькому объему. Веса в нем много, а вытолкнутой воды мало. Вода толкает вверх слабо, сталь идет на дно. А теперь мысленно раскатайте тот же кусок в тонкую оболочку и сомкните ее в огромный пустой корпус. Металла столько же, вес тот же, но занимает он теперь колоссальный объем, потому что внутри пустота, воздух. И воды такой корпус вытесняет в 1000 раз больше. Вот теперь вода толкает вверх со страшной силой и держит. А откуда вообще берется эта толкающая сила? Все дело в том, что чем глубже, тем сильнее вода давит. На дно корпуса, что сидит глубоко, вода давит заметно сильнее, чем на его бока у самой поверхности. Снизу подпор больше, чем сверху, и вот эта разница выжимает корпус вверх. Чем глубже погружен корпус и чем он объемнее, тем сильнее его выталкивает. Именно эту разницу давлений мы и называем выталкивающей силой. Инженеры называют главное свойство корпуса средней плотностью.
Считать надо не плотность самого металла, а плотность всего, что заперто внутри обводов корпуса, стали вместе с воздухом. Если эта средняя плотность меньше плотности воды, тело всплывает. Если больше, тонет. Сталь тяжелее воды примерно в 8 раз. А сталь пополам с большим объемом воздуха уже легче. Вот и весь фокус. И этот принцип въелся в саму профессию так глубоко, что вес корабля моряки меряют не тоннами железа, а тоннами вытесненной воды. Так и говорят – водоизмещение. Когда вам называют, что корабль весит, скажем, 100 тысяч тонн, это буквально значит, спущенный на воду, он оттесняет ровно 100 тысяч тонн воды, ни больше, ни меньше. Вес корпуса и вес растолканной им воды всегда сходятся тонна в тонну. Иначе он бы или взмыл, или утонул. Корабль как будто все время взвешивает сам себя в воде. Аналогия простая. Спасательный жилет не делает вас легче ни на грамм. Он просто добавляет к вам объем, набитый легкой пеной. И ваша общая средняя плотность падает ниже плотности воды. Вы всплываете. Тело тоже. Изменился объем. И вот доказательство, от которого ломается вся интуиция. В конце Первой мировой войны стали не хватало катастрофически. И тогда в Соединенных Штатах запустили программу аварийного флота. Начали строить корабли из бетона. Да, из бетона. Стальные прутья, залитые цементом. Один такой пароход, «Атлантус», спустили на воду 5 декабря 1918 года. Вдумайтесь. Бетон почти в 2,5 раза тяжелее воды. Кусок бетона тонет так же уверенно, как наша гайка. А корабль из бетона плавал, возил грузы по морю. Потому что физике все равно, из чего сделаны стены корпуса. Ей важно одно – сколько воды вытесняет вся форма и какова ее средняя плотность вместе с воздухом внутри. Миф о том, что плавучесть зависит от материала, тонет здесь окончательно. Плавает не сталь и не бетон, плавает форма. И это не был единичный курьез. Когда во Вторую мировую сталь снова стала на вес золота, к бетонным судам вернулись опять и построили их целыми десятками. Часть таких корпусов дожила до наших дней. Их специально затопили у берегов, и они до сих пор служат волноломами, наполовину торча из воды. И вот что интересно дальше. Если все решает форма и запертый воздух, значит, этим можно управлять. Можно рассчитать корпус так, чтобы он сам решал, насколько глубоко ему сидеть в воде. И вот тут корабль превращается из куска железа в точный инструмент. Погрузите пустую миску в воду и начните класть в нее монеты. С каждой монетой миска садится глубже. Тяжелее груз, глубже осадка, больше воды вытесняется, сильнее вода толкает вверх. В какой-то момент края миски сравняются с водой. Еще одна монета, и вода хлынет внутрь. Миска утонет не потому, что монеты волшебно потяжелели, а потому что вы забрали у нее запас. Этот запас у моряков называется надводным бортом. Та часть корпуса, что торчит над водой. Это и есть страховка корабля. Пока борт высокий, судно взбирается на волну. Стал борт низким, и первая же волна начнет переливаться через край. Корабль топит не только пробоина. Гораздо чаще его топит обычная жадность – перегруз. В XIX веке в Британии это стало настоящей бедой. Судовладельцы набивали старые гнилые суда грузом сверх всякой меры, страховали их на крупную сумму и отправляли в море. Утонет – не беда, страховка покроет все с лихвой. А что вместе с грузом на дно уйдет команда, про это в расчетах не писали. Такие суда так и звали – плавучие гробы. И нашелся один человек, который это остановил. Сэмюэл Плимсол, член парламента. В 1872 году он выпустил книгу под названием «Наши моряки», где выложил все – и гнилые корпуса, и чудовищный перегруз, и циничные страховые аферы. Книгу читала вся страна, поднялся такой шум, что власти собрали особую комиссию по негодным судам. И Плимсол добился своего. В 1876 году в Британии приняли закон, обязавший наносить на борт каждого судна особую отметку – грузовую марку. Простой кружок с чертой. Грузи сколько хочешь, но пока эта черта видна над водой, у корабля есть запас плавучести. Ушла черта под воду, судно перегружено, в море нельзя. Эту отметку и сегодня, спустя 1,5 века, носит на борту каждый торговый корабль планеты. И называют ее по имени того человека – линия Плимсола. Казалось бы, все просто. Следи за чертой, и корабль не утонет.
Но у моря припасен удар куда коварнее, потому что корабль может не набрать внутрь ни единой капли воды и все равно опрокинуться и уйти на дно. Как? Об этом история корабля, который перевернулся у всех на глазах, едва отойдя от причала. Возьмите неваляшку, ту детскую игрушку, что, как ни толкай, всегда встает прямо. Весь секрет в том, что груз у нее внизу, центр тяжести сидит у самого пола, и любой наклон сам себя выправляет. А теперь представьте обратное. Тяжелый груз подняли наверх. Тронь такую фигуру, и она охотно завалится на бок и уже не вернется. Корабль — это плавучая неваляшка. Пока его тяжесть внизу, он выправляется после каждой волны. Стоит поднять вес наверх, и он ищет повод перевернуться. Ровно это и погубило один из самых дорогих кораблей своего века. Швеция, Стокгольм, 10 августа 1628 года. В море выходит Васа, гигантский королевский боевой корабль, гордость всего флота. 2 ряда тяжелых бронзовых пушек, борта в резных золоченых статуях, мачты выше городских крыш. Тысячи горожан пришли на берег полюбоваться. Играет музыка. Это триумф. Васа отходит от причала. Проходит метров 100, может 200. Налетает порыв ветра, самый обычный, даже не шквал. Корабль кренится на бок, потом выпрямляется. Второй порыв, и он снова валится, но теперь глубже. Нижние пушечные порты, прорезанные у самой воды, уходят под поверхность. И в открытые люки хлынула вода. Васа затонул примерно через 1300 метров плавания, первого и единственного. У всех на глазах в тихой гавани в почти безветренный день погибли десятки людей. Величайший боевой корабль королевства лег на дно, не сделав ни одного выстрела по врагу. Что случилось? Корабль построили слишком высоким и узким, навесили сверху тяжеленные пушки и статуи, а балласта в трюм, тех самых камней, что держат тяжесть внизу, положили слишком мало. Всего 70 с небольшим тонн. Центр тяжести уехал вверх. Васа превратился в ту самую неваляшку, которую перевернули вверх ногами. И это ломает еще один миф, будто большой тяжелый корабль тем устойчив, что велик. Нет, устойчивость решает не масса, ее решает высота центра тяжести. Огромный корабль с тяжелым верхом опрокинуть легче, чем рыбацкую лодку. А у самого Васы судьба вышла почти насмешливой. Он пролежал на дне гавани больше 300 лет. Его подняли целиком в 1961 году, и теперь он стоит в собственном музее. Самый наглядный в мире памятник ошибки в расчетах. И самое опасное начинается тогда, когда вода уже проникла внутрь. Потому что вода в трюме не лежит смирно, она гуляет. И вот это движение способно за считанные минуты доломать даже большой и правильно построенный корабль. Представьте, что вы несете широкий поднос, а на нем налитая вода. Пока идете ровно, все спокойно, но стоит чуть наклонить поднос, вода перебегает на низкий край. И этот сместившийся вес тянет поднос наклониться еще сильнее. Вода бежит дальше, крен растет, и вот уже поднос вырывается из рук. Моряки называют это эффектом свободной поверхности. Вода, свободно гуляющая внутри корпуса, это не просто лишний груз, это груз, который всегда бежит в худшую сторону. 26 сентября 2002 года у берегов Западной Африки этот эффект убил больше людей, чем самое знаменитое кораблекрушение прошлого века. Сенегальский паром «Ле Жоула» шел вдоль побережья. Судно было рассчитано примерно на 530 пассажиров. В тот вечер на борту, по разным оценкам, было около 2000 человек, вчетверо больше нормы. Люди на палубах, люди на крыше, груз навален как попало. Паром вышел без разрешения на плавание и забрался в море дальше, чем ему вообще дозволялось. Паром попал в шторм. Пока корпус стоял ровно, перегруз еще сходил с рук. Но первый же сильный крен сдвинул все разом. Людей, груз, воду на палубах. Вес перебежал на один борт, точно как вода на подносе. И корабль, у которого перегруз давно съел весь запас устойчивости, уже не выправился. Он лег на бок и перевернулся вверх днищем за считанные минуты. Спаслись всего 64 человека, погибли более 1800. Это одна из страшнейших морских катастроф мирного времени за всю историю,
и в ней не было ни айсберга, ни рифов, ни пробоины. Только перегруз и сместившийся вес. Физика не сломалась, она работала точно так же, как всегда. Просто корабль вывели за те пределы, на которые он был рассчитан. Именно поэтому современные корабли строят с огромным запасом прочности, а пространство внутри дробят на отсеки, чтобы вода, если уж попала, не могла разгуляться по всей палубе и перебежать на один борт. Каждая переборка гасит тот самый эффект подноса. Но знаете, что самое удивительное в законе Архимеда? Его можно развернуть в обратную сторону. И тогда та же сила, что топит перегруженные корабли, поднимает со дна затонувшие. Если корабль тонет, когда его средняя плотность становится больше плотности воды, то чтобы поднять затонувшее судно, эту плотность нужно вернуть обратно вниз. Проще говоря, снова запереть внутри достаточно воздуха, выгнать воду, впустить воздух, и громадина всплывет. Именно так провернули одну из самых сложных инженерных операций нашего века. У берегов маленького итальянского острова Джильо лежал на боку огромный круизный лайнер «Коста Конкордия». 114 тысяч тонн, длиной почти в 3 футбольных поля, наполовину затопленный. Многие говорили, это невозможно поднять, придется резать на куски прямо в воде. Инженеры решили иначе. Сначала лайнер надо было поставить прямо. Со стороны, куда он кренился ко дну, под водой выстроили гигантскую опору – стальную платформу. А к высокому борту приварили ряд исполинских стальных ящиков – понтонов. Пустые герметичные коробки, самая большая весом около 800 тонн и высотой с 11-этажный дом. Затем натянули стальные тросы и медленно за 2 дня повернули корабль в вертикальное положение. Он лег на подводную платформу. Дальше самое красивое. По другому борту навесили еще понтонов. Всего их стало около 30. Сначала все их заполнили водой, чтобы они прижали корпус ко дну. А потом сжатым воздухом начали медленно выдавливать воду из этих коробок наружу. С каждой тонной вытесненной воды средняя плотность всей связки, корабль плюс понтоны, падала. Ящики превращались в поплавки. И в июле 2014 года 100-тысячетонная громадина, пролежавшая на боку 2,5 года, оторвалась от дна и всплыла. Ее отбуксировали в порт на плаву. Это была самая дорогая спасательная операция в истории судоходства. Она обошлась почти в $2 миллиарда, а работали над ней сотни специалистов не 1 год. Вдумайтесь, тот же самый закон, что топит перегруженный паром, аккуратно поднял со дна целый плавучий город. Разница только в том, в какую сторону идет вода – внутрь корпуса или наружу. Здесь разбивается последний миф, будто затонувшее уже не вернуть. Вернуть можно почти все, надо лишь заново перехитрить воду, впустить воздух и заставить ее вытолкнуть груз наверх. И вот последнее, что переворачивает картину окончательно. До сих пор мы говорили только про корабль, но в законе Архимеда есть вторая половина, о которой обычно забывают. Выталкивающая сила зависит не только от того, сколько воды вытеснено, но и от того, какая это вода – тяжелая или легкая. Морская вода соленая, и потому плотнее пресной примерно на 2-3%. Кажется мелочь, а вот и нет. Один и тот же корабль в соленом море сидит выше, чем в пресной реке. Перешел из океана в устье реки и осел глубже, будто на него добавили груз. Разница настолько важна, что на той самой линии примсола делают не одну черту, а несколько. Отдельную для соленой воды, отдельную для пресной и еще отдельные для лета и для зимы, для теплых морей и для холодных. Ведь и температура меняет плотность воды. Капитан смотрит, куда идет судно и в какой сезон, и грузит ровно до нужной черты. Хотите почувствовать это на себе? Вспомните Мертвое море. Вода там настолько соленая и плотная, что человек при всем желании не может утонуть. Лежишь на поверхности, как на матрасе, и хоть газету читай. Тело не изменилось ни на грамм, изменилась вода под ним. Она стала плотнее и стала толкать вверх сильнее. А самый изящный мастер этого фокуса вовсе не инженер. Это рыба. Внутри у многих рыб есть плавательный пузырь, маленький мешочек с газом. Рыбе нужно всплыть, она чуть добавляет в пузырь газа, ее объем растет, средняя плотность падает, и она поднимается. Нужно опуститься, газ убавляет, объем сжимается, плотность растет, рыба идет вниз. Это ровно то же самое, что делают с балластными танками на подводной лодке.
Хочешь погрузиться – впусти воду и стань плотнее моря. Хочешь всплыть – выдави воду воздухом. Только рыба придумала это на десятки миллионов лет раньше любого инженера. Один и тот же закон – от древнегреческой ванны до глубоководной рыбы. Природа пользуется им все время, мы просто научились его считать. Давайте соберемся вместе. Гигантский стальной корабль не тонет вовсе не потому, что сталь вдруг стала легче воды. Сталь как была, так и осталась тяжелее воды в 8 раз. Корабль держит его форма. Огромная замкнутая оболочка, что запирает внутри колоссальный объем воздуха и пустоты. Средняя плотность всей этой махины вместе с воздухом оказывается меньше плотности воды. И вода подпирает корпус снизу силой, равной весу той воды, что он оттеснил в стороны. Этот закон открыл человек в переполненной ванне больше 2000 лет назад. С тех пор не изменилось ничего, только размеры коралей и точность расчетов. Сегодня по морю плывет около 90% всех товаров мира. Каждый ваш телефон, каждая пара обуви, каждый литр топлива когда-то лежали в трюме стального гиганта, который держался на плаву благодаря вытесненной воде. Если вам понравилось так смотреть на привычные вещи, подпишитесь. У нас еще много историй о том, как простые законы природы держат на себе весь наш мир. До встречи!